Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе че взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. Мы продолжаем с тобой Легенда об Искателе, первый сезон, 5-я серия. Соответственно, мы узнали, а главный герой не узнал, что его дед, Сири, выключись, мы узнали, что его маг это дед, а дед это маг, а маг это дед, и вместе они, короче, вот. А мы это знаем. Родственники. Да, а искатель этого не знает, поэтому узнает ли он в этой серии, узнаем Да. мы прямо сейчас. А у меня вот сегодня веселое настроение после работы, а Тимур меня не поддерживает. Я говорю, давай, говорю, делать как Спанч Боб с Патриком. Вот так вот, как они любят делать. Вот. А он говорит, нет, не буду. Так поэтому у тебя есть твои подписчики, Поэтому делай это с он подписчиками. Сквидвард, ясно всем? Все. У него настроение Сквидвард. Хорошее у меня настроение. Настроение кайфануть и смотреть искатель. Как делать? Это корпус дракона. Выполняет личные поручения Даркина Рала. Они никогда не уходят далеко от своего хозяина. Похоже, наконец нам улыбнулась удача. Нам просто нужно держаться за ними, и мыши при... Они как будто, не знаю, пафосную позу приняли, их типа фотографируют, они такие. Все втроем. Не слежка, типа, знаете, одним глазком где-нибудь из-за камня, а... Прям половину тела вытащили. Да, типа, смотрите, мы фотографируем. Ведут нас к сыру. На Готов выпускной альбом. встретиться с Даркином Ралом, парень. Ну и сколько ты думаешь запросить, торговец? 20 тысяч золотых меня устроит. Хотя товар стоит больше. В таком случае я должен убедиться, что он настоящий. Никто не говорил о бесплатных услугах. И я говорю это сейчас. Что они покупают? Магическое оружие, орудие пыток. Пленников, конечно, я так и знал. Детей, работорговлю осуждаем. Мы не сможем помочь ему, мертвые. Так а если его сейчас убьют, вы не сможете помочь ему мертвому? Тут Нет, смотря ну, тут какое жизнь окончание. Жизнь искателя как бы во главе, поэтому безрассудно тоже поступать не нужно. Легенда об искателе. Искатели. Посмотрим, на что ты годен. Что приготовила мне моя жена на завтрак в день, когда я сюда отправился? Он маг, Он экстрасенс, ясновидящий. Он прорицатель. Он... Да. Он шарит за все, что было. Нет, это не была яичница, о которой ты сейчас думаешь. Зато был синяк, который она тебе поставила. Скажи мне что-нибудь о моих парнях, чего я не знаю. Снимите шлемы. Он должен видеть ваши глаза. О, какой стоит Мне симпатичный. нечего сказать. У них в голове ничего такого, о чем бы я не знал. Не впечатляет. Мы проделали этот путь зря. Уходим. Типа, мы- Отвечай, когда тебя спрашивают. Он думает об искателе. Мы все думаем об искателе. Не так, как он. Он верит, что искатель убьет Даркина Рала. Он может убить Даркина Рала сам, если останется с ним наедине. И чё, вы поверите? Хочешь побыть наедине с лордом? Я это устрою, Месслер. Куда побежал-то? Ты мог оправдаться и сказать, типа, вы что, реально Лорд Рал верите будет ему? очень доволен. Он ошибся. Блин, ну очень полезный пацан, но как будто бы реально 20 тысяч или сколько там за него запросили маловато. За него полцарства надо давать. Это вообще, знаете, какой козырь, мне кажется? Пацан, который все так может рассказать. Кто он, знаешь? Кажется, он может читать мысли. Так же, как мы с тобой считали бы список покупок.
Он слушающий. Я Слушай. и не думал, что увижу такого в наши дни. Последний слушающий умер 700 лет назад. Ты как последний мог 700 лет назад умереть, если вот этот вот пацан что существует? Мы должны забрать у них ребенка. Да, но не сейчас. Что? Проследим за ними, Вор детей, узнаем, где что ли? Даркин Рал. Они его не тронут. Он большая ценность. Нельзя дать Ралу управлять такой силой. Если он узнает, что думают люди. Ричард, если мы пойдем за ними, то найдем Рала и убьем. Тогда мальчик освободится навсегда. Делай, что хочешь. А я пойду к ним и отберу ребенка сейчас. Как же вы молоды. Все у вас только черное или белое. Идти за ребенком, освободить ребенка. Вот именно. Может, можно сделать и то, и другое. Разоранат. Ай-я. Нифига ты помолодел, слышь? Но мы знаем, зачем он омолаживает. Вы думаете, он омолаживается, чтобы спасти ребенка? Нет. Судя по прошлой серии, он тот еще любовник Ловелас. Поэтому он пошел соблазнять местных свободных цыпочек. А? Теперь в тебе не узнают великого волшебника Зедикуса Зулзарандра. Но как мы спасем ребенка? С помощью этого я берег его на черный день. Видите, какая сейчас тьма кромешная? И что это? Ну вы расскажите, мы что? Мы книжки не читаем магические. Они пацана держат на улице? Типа... Походу. Почему бы не внутри его держать? А если пацан заболеет, вот он сидит своей попой на земле, холодный, он словит себе какую-нибудь болячку, сейчас кто-то к нему куда-нибудь заползет, он умрет и не пропадет их ценность, за которую они... Пусть вот сидит в карете, охраняйте его с 4 сторон. Откуда он туда денется? Он же магией не Там, тем управляет. более, закрыт вон замок. Ну... Так, феечка Динь-Динь. Люди тени! Назад! Спасатель типа. Кого мне благодарить? Гренок Великий. Волшебник первого ранга. Я преследовал этих монстров месяц. Тут где-то проход в подземный мир. Обезумевшие люди тени бежали от меня во все стороны. Простите, что из-за меня попали под огонь. И к кому, скажите, я имею честь обращаться? Капитан Эшгар. Корпус дракона. Однако мне повезло. Немногие нынче могут разыскать настоящий талант. Я надеялся, что, возможно, дом Рала способен оценить все то, что я могу дать. Хочешь, чтобы мы доставили тебя к лорду Реллу? Великому магу нужен великий покровитель. Многие ничего так не хотят, как добраться до Даркина Рала. Одни друзья, другие шпионы. Кто ты, можно узнать. Это не пацан. Крентер, Опять-таки, что им мешает просто убить? И это, во-первых, лишний род. Даже если его не надо кормить, за ним лишний раз нужно следить. Застегнуть наручники, расстегнуть, что-то за ним делать, следить и всякое такое. Избавьтесь от меньшей проблемы и все. Или тут типа его должен наказать только Рал. Да, Мы не да. можем здесь никак вмешиваться. веди слушающего. Он исчез! Найди его! Все в порядке. Мы друзья. Мы сейчас отведем... Он просто так выбросил ребенка, такой типа... Как покебол, знаете, сейчас, говорит, из тебя выпадет Пикачу. тебя домой. Правильно, пацан, никому не доверяй, беги. Сбежишь, окажешься у них. А что плохого?
Они дадут мне свою комнату в замке. Лучше подумай, что они сделают с тобой. Искатель. Они только и думают, как бы убить тебя. Ладно, что будешь делать? Продашь меня? Или используешь для себя? Но скажу сразу, это дорого стоит. Где твои родители живут? Только папа. Моя мама умерла до того, как меня забрали. Кто тебя забрал? Один парень, чтобы мухлевать в карты. Нет времени на разговоры. Беда, если Даркин-Рал заберет тебя. Где был дом? Откуда тебя забрали? Абригон Вудс. Это за серыми холмами. Если всю ночь идти, к утру можем добраться. И сразу обратно за Зедом. Тот, кто украл его, знает, как следы заметать. Возьми половину людей и найди его. Колгора возьми. Он в Буран-Снежинку выследит. Я извещу лорда Рала. Сильнее дурных вестей он ненавидит тех, кто их скрывает. А вы не сопоставили то, что у вас, например, как бы вас отвлекли, Появился маг. появился маг неожиданно, да? Ну, может быть, но с другой стороны, понимаешь, как бы это могло быть просто случайное стечение обстоятельств. Типа пацан сбежал, маг пришел, их спас, без мага бы они еще и пацана лишились, и призраки бы их избили, и всякое такое. Поэтому пока мага рано подозревать. Хотя, показывая нам, какие войны Рала паскуды те еще, и насколько они, ну, не сильно сообразительны, они бы мага спокойно обвинили и тоже бы его в цепи кинули, мне кажется. Если вы привезете ему волшебника первого ранга, это умерит его гнев? Его гнев нельзя умерить. Привязать изменника к лошади, идти всю ночь. Понял, изменник? Не спускай глаз с волшебника. Мы близко? Я залезал на это дерево. Это мой дом. Отец! Интересно, а вот его сила как-то передавалась типа из поколения в поколение? У него там где-то, там, не В знаю... роду. Да, далеко. в роду были такие. Или и вот он такой вот, ну, особенный. Или это Это какая-то... аномалия. Да, рандомная способность, которая бывает появляется, а бывает нет. Вот Мне интересно. кажется, по роду. Наверное. Потому что, ну, если по роду, смотри, говорят, последний такой был 700 лет назад, то, в принципе, можно следить за этим родом. Специально, короче, Рал мог их спаривать, заставлять, чтобы у них рано или поздно родился Мгм. полезный пацан. А ты не папа. Это не он. Да я по лицу понял. Извините, Вы в не этом доме похожи. жил один человек. У него был сын, которого похитили. Где мы можем найти его? Простите, не знаю. Я поселился после того, как он уехал. Все, что я слышал... Что? Что вы слышали? Не при ребенке. Так он уже все мысли прочитал. Он уже все знает. Что такое? Он слышал, что похищения не было. Он слышал, что меня отец продал. За 1000 золотых монет. Нифига у тебя цены как раз тут, ты как акция, слушай. Батя за 1000 продал, да? Другой мужик, который в карты, наверное, тебя 5 продал. Следующий твой владелец 10 и последний за 20. Нормально, цена на него подскочила с 1000 до 20. Ну и не нужен тебе такой отец, не расстраивайся. Давай это, к нам в команду. Вот дед будет твоим дедом, дедом этого. Нормально, у него 2 внука будет теперь. По цене одного. Может, это неправда. Может, это просто слухи. Это как камень поднять. Если это сделать, то увидишь, как там копошатся мерзкие личинки и черви. Заглядывать людям в головы так же страшно. Почему мой отец должен быть другим? Келлен. Я поговорил с местными.
Здесь у него никого нет. Мы должны догнать Зеда. Это шанс найти Рала и уничтожить. Мы не бросим его здесь. Конечно, нет. Есть место, Тандор, спрятанное в горах долина, укрытое волшебством от любого зла. Сестры Света оберегают детей вроде него, одаренных детей. Долго А туда простых? идти? 3 дня, может 4. Дойдем за Так, 3. мне кажется, это определенная дискриминация. Если сестры Света оберегают только одаренных детей, а простые такие, типа, не, вам сюда нельзя. Ну, там у них другое просто. Это 2 разных детдома. Два раза. В одном спят на полу, а в другом на мягких кроватях. Как бы, ну мы такое Да знаем. никто такого не говорил. Скажи ему, я соберусь. А исчез. Ричард, Ушел, конечно. О, нет. мы должны торопиться. Зед оставляет следы, но они тоже не вечны. Рен! 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 Скажи, капитан Эсгар, сколько домов ты лично сжег дотла? Вообще Вообще беспалевно. Есть приказ доставлять изменников живыми для допроса, Месслер. Но будь осторожен. Говорила ли мать, качая тебя на коленях, какой очаровательный ребенок? Вырастешь и будешь выжигать раскаленными прутами глаза невинных людей. Остановимся попить воды. Не глотка изменнику. Не глотка, о, не глотка. Опа. Сейчас сдаст деда. Деда сдаст, не сдаст, ну ладно. Он не догадался, что это дед. Остановить! А он сейчас до него не докопается, типа, маг первого уровня, почему ты не шмальнал там огненный шар в него, в его попу лошади? Почему волшебник первого ранга, который мечтает быть полезен, стоит столбом, опустив руки? Не хватает мощи, Гренок Великий? Терпение, капитан. Я собираю волшебные силы для заклятия, необходимого в этой ситуации. Он типа на доверие? Чтобы типа ему доверяли. Освободил. Освободил Нет. и поймал. Нет, он освободил просто потому, что захотел освободить. Потому что мужик неплохой. А этот на него надавил, ну, как я и сказал, что типа, а что ты такой маг первого уровня бесполезный? Он такой, ну, я каплю сил, смотрите, как могу. И вот, ну, ему, он бы, если бы не надавили, он бы не стал замораживать время. А раз надавили, то пришлось. Похоже, у меня более важный и преданный подарок для лорда Ралла, чем я думал. Жалко, конечно, этого добрячка. Опа! Шулер. А ты что здесь сидишь? Типа, ты не боишься, что тебя сейчас опять кто-нибудь украдет? Маленькие пацаны как бы всем нужны, наверное. Повышаю, а у меня там ничего нет. У меня 2, 5 и 10. 6 серебряников. 6 серебряников и еще 2 золотых. Ну, бабосики он Роза. поднял. Роза, ага. Лев Лев, ага, и принцесса. и бык. Вот эта комбинация роза, лев и бык, конечно, сильная. Лев, О, такая есть карта. лев Еще лев, смотри. и звезда. Ой, ну это круче, здесь 2 льва. Какие игры ты тут играешь, щенок? Пусти его! Бочка Эля тому, кто выбросит этих людей отсюда. Ну-ка, идем со мной. Эй! Это были мои деньги, я их выиграл. Нет, ты украл их. Ты жульничал. Я дал вам отвезти меня домой, но я не хочу ни в какой приют для чудных детей. Я теперь сам себе хозяин, и не указывайте, что мне делать. Так, напоминаю, это не плед. Ой, это не жилетка меховая, это плед. Это не плед, это жилетка меховая. Нет, это не жилетка меховая, это плед. Короче, пацан, давайте проанализируем ситуацию.
Давайте. Он сам был в плену, осуждал тех, кто пользовался им, и сам начал пользоваться... Своей силой? Да. Ну, чтобы разбогатеть, он понял, что выживать ему придется одному в этом мире. И он такой, ну, для начала раздобуду деньги. И в целом он молодец. Ну, не знаю. Как-то он осуждал как будто бы тех злодеев, а сейчас сам как будто становится таким. Ну ладно, закроем этот момент. Второй момент, он такой, я теперь самостоятельный. Ну, подожди, вот ну что мешает взять вот этому лысому, большому мужчине тебя, схватить? Как бы у тебя нету никого, кто за тебя постоит. Ты сам тоже телекинезом не владеешь никаким, оружием не владеешь. Он тебя возьмет, на цепь посадит и все, и ты опять в плену. Ну, то есть, я не понимаю, откуда у него может быть такая уверенность в своих действиях, не подкрепленной никакой силой. Это странно немножко. Тем более в таком диком мире, в котором они живут. Нет, ты должен пойти, чтобы мы доставили тебя в Тандор и пошли искать друга. Это сложно понять, но возможно. Судьба всего мира от этого зависит. А с другой стороны, на месте искателя, да, ну вот... Он как будто бьет ребенка. Ага. Я Что, убрать? Да, покажи. Ой, не то, подождите. Вот так. Как будто ударит сейчас. Типа держит за руку и бьет. Вот, и, соответственно, ну, попытался ты спасти, сделать доброе дело. Ну, не хочет пацан принимать твое доброе дело. Ну, и ладно, пусть гуляет, пусть будет самостоятельным взрослым мальчиком. Ну, что поделать? Ну, это действительно, у нас нету времени с ним нянчиться, что-то с ним ему доказывать ему, что ему нужно в тот детдом или не нужно. Не хочет, и ладно, пойдемте к Зеду, ну, серьезно. Ну просто его поймают, и он потом расскажет, Ладно, что видел. прости, но я должен это сделать. Я не дам тебе снова сбежать. Нет! О, а чем ты лучше? О, триггеры пошли какие-то. Ты не Детство свяжешь ему вспоминается. руки. Ничего, я больно не сделаю. Просто хочу быть Нет. уверен. Не свяжешь. Хорошо, ладно. Тогда так. Сбежишь еще раз, я отведу тебя в таверну и расскажу тому громиле, как ты играл. Вот нормально. Тебя что, тоже привязывали, да, связывали? Проблема у тебя, да, определенно? Патологическая боязнь веревок. А ты сама вон вся в ремешках, Почему ты смотри. не скажешь ему о том, что связано с веревкой? Да, ну-ка расскажи нам. А ты что такой умный? Иди давай. Реально сидит под все камни, заглядывает в округе, а? Всех червей Прости, уже что нашел. холодная, но нет времени разводить огонь. Я не буду это есть. Брось, это не так плохо, правда? Я бы съел фазана в черничном соусе. Мы бы тоже. То, чем принцесса Спейси кормил меня. Каждый вечер стоило мне захотеть. Иначе он мог забыть, какая из его жен спала с капитаном Королевской гвардии. Что ж, как увижу фазана, считай, что он твой. Я видел гнездо фазана за милю отсюда, и там было полно черники вокруг. У нас нет времени. Если вы спешите, я вас не задерживаю. Отдохну вот здесь, пока тхарианцы не найдут меня. Слушай, мы не остановимся Начал пользоваться по твоей прихоти Избалованный искать мальчик. фазана. Тогда мне придется рассказать ей о том, что ты так упрямо скрываешь от нее. Что, ну-ка? Что она ему нравится? У меня нет секретов от Келлен. Я ведь слушающий. Неужели ты надеешься что-то скрыть от меня? Что, если она узнает о том, что ты думаешь, когда смотришь на нее? Можно втащить этому мальчику? Втащи этому мальчику, он... Реально, вы поймали фазана и сделали с черникой. Нам же не надо к Зеду спешить, вообще не надо. Ну, я не знаю, мне это все не нравится. Мне не нравится этот избалованный пацан, который пользуется. У нас важная миссия. Мы идем за Ралом, за Ткалом и за всеми подряд. Ты задерживаешь нас, бесполезный. От тебя вообще пока пользы никакой нет. Ты просто тратишь время и наши силы. Иди отсюда. Короче, предлагаю взять, положить мальчика. Положить на мальчика огромный тяжелый камень. Это он никуда не сдвинется, соответственно, камень будет его держать. Все, мы когда-нибудь за ним обязательно вернемся. Нормально? Жаль, без соли. Ладно, хватит, идем. Я должен отдохнуть Вспотей, немного будет после тебе обеда. соль. Отдохнуть, говорит, нужно. А то ты устал.
Это было крайне любезно со стороны Ричарда задержаться и приготовить тебе все это. Любезно, и сейчас да. ты должен наконец понять, как важно для нас продолжить путь. Я не могу идти, я устал. Ладно, я сыт по горло. А ну живо, на ноги! Он меня хочет убить! Короче, жестокий сейчас момент будет жестокий, но это все в рамках кинематографического проекта, который мы смотрим. Это нужно понимать, никаких реальных последствий я сейчас не желаю никому. Короче, пацана надо убить. Нафига? Почему? Как вы думаете, почему я пришел к такой мысли? Потому что, чтобы его не схватил да, другой, чтобы они его не задерживали. Смотрите, он не хочет жить на благо себя и на благо нас, как бы, да, на стороне добра, ну и на стороне, возможно, своей обнаглевшей жопы. Но, возможно, он может принести нам кучу проблем в будущем для стороны зла. Поэтому нужно просто избавиться от этого пацана. Убьем пацана и меньше проблем. Не надо ни чернику тебе добывать, ни переживать за свою жопку, за его жопку, за жопку кого-нибудь другого. Это гениально. Надо это сделать. Никто не осудит. Это не призыв к действию. Это все в рамках только этого сериала, вымышленного проекта. Я знаю, он меня хочет убить! Нет, он не хочет это делать. Он просто подумал об этом. Порой у людей возникают такие мысли, когда они в ярости. А потом они это делают. Нет, он не станет, не бойся. Я еще в этом не уверен. Сейчас ты немедленно встанешь. Нет, ни за что. Да, ты встанешь! Почему? Я не помню, чтобы меня какой-то персонаж так бесил. Давно меня никто Прошу, так не хватит бесил. кричать! В лесу может быть кто угодно! Ну подожди. Неудобный. Вот именно, что этот ребенок очень мудрый из-за того, что он много чего повидал в головах других людей. Он не просто ребенок, он взрослый ребенок, мудрый ребенок и должен понимать за свои последствия, а не как типа. Моя привычка. Кто из? Как они держат на тебя ребенка. Если такая туда. Говоришь, милую комнатку тебе в замке дадут? Если они решат, что ты друг искателя, тебя казнят вместе с О, искателем. нормально, давайте скажем, что это друг искателя. Нет, уже поздно. Мы останемся здесь. Короче, блин, предлагаю кинуть ребенка им и сказать, что этот ребенок все про Рала нам уже рассказал. Что он лучший друг искателя. Пусть они что хотят, то и делают дальше с ребенком. Ой, побежал, смотрите, жопка подгорела и побежал. Вот ты вообще, конечно, крысюк мелкий. А где я сломал? А то. На другой сцене. Пойдешь со мной, слушающий. Да выпендривался, блин, маленький. Красиво. Ричард! Ты что, умираешь? Тебя что, лапку только цапнули? А на ядовитый кинжал был? Что? Бесполезный мелкий сопляк. Больше из того, что за меня заплатили, было 20 тысяч. И чё? Стольких смертей я не стою. Растолочь помоги. Зачем вы это делаете? Зачем спасли мне жизнь? Загляни в наши мысли и узнаешь ответ. Я знаю. Только
Не могу это понять. Вот видите, какой искатель добрый, какой он вот да, никогда не сдается. Вот поэтому он искатель, а я нет. Почему вы хотите убить Даркина Рала, если вам не нужен его дрон? Или золото? За мясом, прикинь. И почему во всем мире вы с ней одни такие? Мы не одни. Просто первые, кого ты встретил. Иди за ежевикой сходи нам. Соус И будешь делать. фазана Это место, приготовь. куда Ну. вы меня ведете. Люди живут там какие? Да мутанты! Хорошие люди, честные и самые добрые на свете. Ну что меня бесит? Тогда это место не для меня. Потому что ты Почему ты так мудак. решил? Детей не Потому что я обзывай. плохой. Хватит. Это эмоция, я не в сторону ребенка вообще никак. Я хотел сказать ты, запятая, и как бы... Нет. Хватит. Все, ладно. Нет, ты Вы не... ничего не знаете обо мне. О том, какие вещи я делал. Когда я работал на императрицу Тринигара, она пожелала узнать, кто в ее дворце может что-то против нее замышлять. Я сказал, что есть 3 человека. Лорд Чемберлин, Великий Визирь и ее младший сын. Она Младший выставила их сын. голову на железных кольях напротив дворца. Это не твоя вина. Моя. Да И его. это только один случай. Если бы вы знали, сколько их было. Тебя использовали. То, что было с тобой, Кэлен, просто ужасно. Что? Ну-ка расскажите. Что было? А можно не лезть в голову без разрешений? Как это ничего, Кэлен? Что с тобой случилось? Мне дана способность подчинять себе людей. Да, Моя мы мать знаем. сделала это с моим отцом. Почему? Починил его себе. Походу. Ей пришлось. Когда мне было 5 лет, а моей сестре всего 3, мама умерла, И папа все и понял. отец больше не был под ее контролем. Пришел забрать нас, как свои вещи. Он начал заставлять нас использовать силу, чтобы получать от людей все, что он хочет. И мы их принуждали делать ужасные вещи. А если мы отказывались, то он... Связывал руки веревкой. Поэтому ты запретила... Ну, как бы и отца можно понять в этой ситуации, прикиньте, там лет 20 был он, короче, под чарами, не знаю, с женой их, и, ну, с матерью, и не понимал, типа, что происходит. Его и так использовали, и сяк, а потом в какой-то момент он, типа, осознал, что 20 лет его жизни ушли впустую. Ну, тоже, как бы, неприятненький осадочек, да? И их можно понять, что им неприятно было все это от отца. Как бы он вроде бы их отец биологически, но так поступал. Тут тоже, как бы, неприятно. Короче, неприятно здесь всем, виноваты здесь уже все. Мгм. Кроме детей. Дети пока не виноваты. Почему ты не использовала свою силу против него? Потому что это был ее отец. Понял? Биологический. Когда мне было 11, нас нашла одна исповедница. Она забрала нас у отца и отвела в Тандор. Сестры Света стали для нас больше, чем родители. Они не просто спасли наши жизни. Они дали нам новые. Что? Внимательно смотришь. Не бойся. Это Филин. Чем-то опять недоволен. Он ворчун. Болит еще?
Я бы сказал нет, но тебя не обманешь. Это я виноват во всем. Да. Заставил тебя готовить фазана. Да. Орал как резаный. Да? Почему ты не зол на меня? Знал бы ты, как натерпелся со мной мой отец, когда мне было столько же. Правильный шаг — это признать свои ошибки, я считаю. Молодец. Почему ты не скажешь ей, что ты чувствуешь? Это непросто. Ну, потому что в этом мире нету таких, как бы, вот это вот, этот, как его, такую пошлятину она не поймет то, что у него в голове-то. Не оценит. Не оценит, да. Не, на самом деле он же все-таки искатель, он избранный. Соответственно, единственное, что он, наверное, в голове думает, это взять ее за ручку, не больше. Поэтому, в принципе, это еще культурно. Но даже это для него в голове слишком некультурно, чтобы говорить. Вырастешь, поймешь. Тут ничего сложного нет. Ты Да, боишься, ты что она не чувствует того же. Да. Но тебе нечего бояться. Потому что это взаимно. Она к тебе то же самое чувствует. Да блин, ты такой спойлершик, конечно. А где интрига, где загадка? Ты как будто фильм сейчас весь рассказал. Почему она скрывает это? Не знаю. А ты? То есть, я знаю, просто не вижу смысла. Что-то про то, что она боится навредить тебе своей силой. Починить, типа, как мамка, наверное. А ты что, все слышала? Почему вы не ложитесь? Не, может как-нибудь случайно Я навредить, там, не знаю. И тебе пора бы уснуть. Не могу. Так, вместе смотрим «Спокойной ночи, Давай. малыши» и ложимся спать. Да. Нам завтра долго-долго идти. Нам Степашка тебе уже привет передает, айда. Тревожные сны Ты поешь? ветер унес. Спи сладко, малыш, ты так подрос. А чё, все? Блин, я думал, долгий аккомпанемент будет. Медведи прошли. Судя по всему, двое. Видишь, чесали спины о дерево. Они днем тоже ходят? Только поесть детей. Тебя съедят, пока фазаны Зачем ешь. нам идти в этот Тандор, а? Что если я с вами пойду? Нельзя, Тебя никто Рен, не пустит. это опасно. Реально, у нас здесь нет Я не фаланов боюсь. каждый день. Вы хоть представляете, как я могу вам помочь? Да, можешь. Но приближаться к Ралу тебе нельзя. Конечно. Я в берлогу Ведь веду я к медведю. стану помогать ему. А это тебе совсем не нужно. Дело не в том, что ты... Все в порядке. Я понимаю. Все-то ты понимаешь. А вот то, что фазана не лишний раз кушать, не понимаешь. Пусть света нет, и мрак настал, и в Почему его не зло бьют? гнетет нас. Вот, правильно. Пусть Не раз уже. войны. Что сегодня с тобой такое? Ты же не какой-то грубый, Да какой-то подожди, токсичный, да подожди, насильник, я сейчас не знаю. объясню свою позицию. Вот я просто представил себя на месте вот их, да, капитан, вот его Ребенка, говорит, подчинен. надо убить, значит. А этого почему не бьют? Ну я же не показываю свою агрессию, я просто Как это? Я рационально подхожу Да, к просмотру. конечно. Вот смотри, я просто подумал, где моя мышка, алло. Вот я подумал, что вот я тут сижу, например, да, или вот здесь я иду. Ты вот Почему? там идешь, вот по центру Да. поешь песню, да. А почему меня не бьют, я не понял. Ну даже если так, даже если я по центру, я все равно логически понимаю, что из-за мое песнопение должны меня ударить. Это нормальное явление, камон. Почему они должны мучиться от моего пения? Я и так в плену. Правят бал, искатель всех спасет нас. Нормально, Я рок смогу пошел. тебе язык Пусть в отрезать. нищете народ живет, искатель в бой нас позовет. Ну, у тебя нормально получается, слушай. Пусть придрал. Я бы взял его глашатаем в мою предвыборную кампанию. Ему Он- терять нечего, видишь? Ну да, Он такой, может, меня в дороге уже убьют. да. Ну, короче, вот как глашатай, он бы нормально, он бы такие стихи вам заплетал, чтобы вас выбрали в какие-нибудь там, не знаю, короли местного дворового рыцарства. Вот. Поэтому имейте в виду вот это лицо, да. Балом весь мир дрожит. Искатель меч свой обнажит.
Пусть враг силен. Надежды нет, и утром день в закате. Но знают все, придет рассвет. Ой, так-то жестко очень, да? Так-то Ой, жестко, да. ой, блин. Когда придет искатель? Сделаем иначе. Завтра я предстану перед Даркином Ралом и скажу ему, что содрал с изменника кожу, привязав его к столбу на перекрестке. Чтобы все проезжающие видели, как вороны выклевывают ему глаза. И извлекали уроки! Дед, короче, сейчас психанет и всех перебьет один. И оставит этого мужика живым. Последнее, что я увижу, будет злорадствующий над моей кончиной волшебник. Сколько ты стоишь, а? Язык проглотил? Жизнь в наши дни непроста для всех. Ну, дед, конечно, всех тут перебить может Стоять! спокойно, мне кажется. Я констебль Совета Абригона. Ред! Ред! Отец! Я узнал, что ты искал меня в старом доме, и даже не мог поверить. Мы чуть лошадей не загнали, чтобы догнать вас. Мы знаем, ты продал его. Все это слухи, которые распустили те, кто его забрал. Грязная ложь. Перед Ну-ка, тобой прочитаем в исповедница. голове. И сына ты не заберешь, пока не ответишь ей. Рен, скажи им. Посмотри мне в глаза и скажи им, что я искал тебя днем и ночью 5 долгих лет. Он сказал правду. Кто бы вы ни были, спасибо, что вернули мне сына. Твой сын в большой опасности. С его даром ему нужна помощь. Надо отвезти его к сестрам Света, пока он не подрастет. Он мой отец, и я пойду с ним. Так вместе идите с отцом. Пора в путь. У нас впереди долгая дорога. Не, что-то они это мутки какие-то мутят какие-то. Там отец что-то явно скрывает. Пацан соврал, по-любому соврал. Да. Как говорится, если пацан, который видит правду, говорит, что мужик сказал правду, то кто проверит пацана, что он сказал правду или нет? Надо было все-таки ей тоже. Надо, да, исповеднице надо исповедаться. Спасибо, констебль. Я. Нет, очень какой-то фигня. Не может быть все так просто. Откуда ни возьмись, ведь это Фелс. Догоним Зеда. Ну ладно, зато к Зеду идем. Все, погнали. Не сомневается, мне кажется. К Зеду пора. Зед там вообще весь в мутках каких-то тоже. Опа, опять продает, смотри. Доставка. Именно так Даркин Рал и любит вести дела. Вообще-то, ты оказал мне услугу. Я сам хотел поработать с тхарианцами. Спасибо, отец. Я был женат на твоей матери, но я тебе не отец. Мой сын не мог бы быть таким уродцем, как ты. Я бы снова продал тебя тем, с кем ты был, но никто лучше не платит, чем Даркин Рал. Он бы заплатил в 3 раза больше за меня. Ты сильно продешевил. Карета для слушающего. Ничего не желаете? Фазана с черничным соусом. Как дела? Как дела у всех? Как дела? Я что сказал? Я вообще сказал, убить надо. Уже бы не было никаких проблем. Ни фазана фам, ни черничного соуса, ни отца мудака, ни кареты. Нормально бы жили, уже бы с Зедом, уже бы Рала побеждали, уже бы конец сезона был. Неожиданный. Просто на 5-й серии. Вот так вот было бы все, но нет. Хитрый пацан, да, вообще? Вообще мерзкий, да? И вот вроде бы такой проникся, вроде бы такой в душу вошел, с искателем на какие-то открытые темы поговорил, с этим, как его, с исповедницей на открытые темы типа сдружился, а на самом деле смотри, что делает. Смотри, что делает, использует всех вокруг. Или это вообще ультра-мега ходовочка, он специально... Да. Специально к ним поехал, чтобы отвезти... Их от искателей да. всякого. Ну да, тоже, конечно, как вариант, но пока что, конечно, пацан мне не нравится до сих пор. Дайте мальчику все, что он хочет, и мчимся на место встречи. Лорд Рал теряет терпение.
О чем думаешь? Видишь, как не хватает Рена? Мне не нужен ответ. Ты думаешь о том же. Не надо было его отдавать. Он прочел мысли отца, а если бы тот соврал, он бы не ушел с ним. Я не слушающая и не исповедница, и не могу знать, врут мне или нет. Но мне нутро подсказывает, что этот человек что-то скрывал. Ричард, может, все это от того, что Рен стал тебе дорог? Так же, как и мне. Может быть. Но я это так не оставлю. Реально. Побежали, 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 побежали. Опа. Ну, старик, давай раскидывай. Вот, кстати, интересная проверка, да, типа на волю деда. Выдержит ли он такое испытание? Это же тоже для него испытание увидеть как бы смерть невинного, и он будет ли он как бы до конца Тем более, он кралу? сам его поймал. Да, кралу. Сам освободился. Да, кралу идти до конца будет ли? Или все-таки не справится с таким давлением? Стойте! Ой, сейчас обхитрил. Почему? Он под мощными чарами. Чудовищный вред причинит себе тот, кто посмеет убить его. Возможно, смерть. Аргот примет за честь этот риск. Давай. Скажет, ну я не хочу. Убить его! Нормально сделал. Вопрос интересный, смотрите. Он сейчас поймет. Да нет. Вопрос такой, смотрите. А вот когда ты человек и неожиданно становишься вороной, как ты можешь лететь, если у тебя никогда не было опыта летать? Мне кажется, это тяжело. Ты же даже, не знаешь, как это вот махать крыльями. От испуга. Да-да-да. Вот. Ну он сейчас опять скажет: волшебник, ты будешь уже что-то делать? Нет, ты опять бесполезный. Твоя работа. Да. Нет. Да. Да нет. Я говорил, что он под страшными Даже чарами. Ну, под чарами. Сильнейшая магия и волшебник в одном месте и в одно время. Думаешь, совпадение? Не мне, солдату, судить о таких материях. Да Пусть врёшь. это решит Даркин Рал. Ну, по факту. Связать ему руки! Он не может колдовать без рук! Как это не может? Даже вот он вот так вот делал, вот так делает даже. Но вот тут у тебя наручник. Вот так ты делаешь же в наручнике, лапкой двигаешь, и вот тебе волшебство происходит. Ой, отец уже с деньгами скачет, уже не знает вас. Где Рен? Это не ваша забота. Говори, подлец! Да, дурачок. Ты его снова продал! Хрианцам? Он мне всего лишь пасынок. И это оправдание? Нет, не надо. Он того не стоит. Просто возьми деньги, для него это главное. Ну, во-первых, деньги забрать — это хорошее решение, а во-вторых, ну, я не знаю, мужику надо было им сказать, что, типа, да он сам был не против. Как бы он сам хотел к ним... Ну, тут вообще он, как бы, я считаю, отец сейчас не виноват. Они вместе с сыном договорились, типа, мне деньги, а у тебя работа Урал, и все довольны. Да? Куда его везут? На юг. Еще раз увижу тебя возле ребенка, зажарю как свинью на вертеле. Ричард, смотри. Все еще беспалевные подсказки тут. Зет идет туда же, куда Рен. С возвращением, слушающий. Приключений с тебя хватило? Лучше перейдем к делу. Ты должен сказать мне, кто он, чего он хочет и, самое важное, кто его сообщники. Ну, сейчас все решится, эта личность пацана. На чьей он стороне?
Да не расскажет. Советую сказать правду. Да. Он шпион. Именно так я и думал. Он хочет убить Даркина Рала. Я уже догадался. Но ты не догадываешься, с кем он в заговоре. Так поведай. С ним! Что? Это ложь. Клянусь, я этого волшебника впервые вижу. И клянешься, что у тебя не спрятана фляжка спиртного за голенищем? Спиртное? На службе? Ну хорошо. Высеки меня, но я тебе клянусь памятью матери, что в жизни его не видел. Ему и не нужно было. Заговором руководил он! Хорош. Ты что, за мной шутки шутишь, С пацан? Колгором мы знакомы с самого детства. Я знаю его и доверяю как брату. Тогда спроси у брата, чем он занимался с твоей женой, пока ты был на маневрах в прошлом месяце. Это бесполезно. Если только ты не разделаешься с ним и с ним. Они все заодно с волшебником. Арестовать их всех! Реально поверишь в это? Ну, братан, это подозрительно. Максимально подозрительно. Если бы они были заодно с волшебником, они бы, наверное, не стали его сковывать, а быстренько всех перерезали, да, освободили волшебника. Я еще понимаю, двоих назвать. Двоих, да, нормально. Да, но не больше, типа. Потому что, ну, как у тебя в твоем элитном войске, грубо говоря, с которым ты, наверное, уже десятилетиями тусишь, могут оказаться все шпионы. Это вообще странно. Освободишь мне Ну, два как-то пальца, абсурдно. я бы мог немного. А он на пацана не смотрит. А все, Скорее, смотри. малыш. Берегись! На! Эпичная битва за славненько. Ой, блин. Очень больно. Нет. Толкните его кто-нибудь. Рен, ты же знал, что думает твой отец. Вот просто что бы они делали без этого нашего самого главного искателя? Они бы... Это дед-искатель, понимаете? Ты скажешь без ребенка. Что бы они делали без нашего ребенка вот этого? Какую он вообще пользу никакую не сделал. Не будь его, всех проблем бы не было. Вот. Это тоже, конечно, каждый раз подставляется так, что его чуть не убивают. Один дед тащит эту вообще 5-я серия. Дед всех вывозит, дед всех побеждает, дед всех обманывает. Дед спасает 500 раз искателя, потому что дед самый главный искатель. Я не перестаю это повторять. Почему ты ушел с ним? Я знал, что он убьет вас, если меня не отпустите. Я знал, что с ним в лесу были еще люди с большущими ножами. Ты что, дурак? Во-первых, это искатель. Как его кто-то мог убить? Тем более эти... Мало ли. Ну подожди, ну... Он перестраховался. Искатель сейчас пришел, перерезал просто профессиональных рыцарей, да, полностью обвешанных доспехами и мечами. Не первый раз. Первую там, или в первой, второй серии он это сделал. А пацан такой, блин, ну там, конечно, за деревьями стоят 2 с кухонными ножами. Эти 2 самые опасные противники во всей галактике. Надо уйти. Это вообще, конечно, абсурдно. Ну, тем более, да, искатель должен, типа, Даркина Рала победить, а тут какие-то 2 разбойника. Ну, не 2, возможно, их там, конечно, штук 10, но все равно, мне кажется, уж обычных разбойников он бы победил, если уж тут рыцари раскидывает постоянно. Дед, как дела? А здесь я узнал, что ты их друг. Отправьте уже пацана в детдом. Где этот наш элитный детдом, где на кроватях спят?
Лисы. Серебристый, по размеру следа видно. Отлично. Ладно, хватит следопытства, время истории. Назови мне первых волшебников Эдиндрила, начиная с Элинета. Ох, оставь его. Задай. Так а так нельзя. Она же, когда вопрос задает, она же знает, наверное, в голове ответ. Он же в голове может ее ответ прочитать. Ты когда всегда вопрос задаешь, типа, на какой цвет идти, всегда машинально, например, думаешь, зеленый. И он прочитает это в голове легко. Мальчику много уроков, он ни одного из них не выучит. Если б ты меня оставил в покое хоть раз. О, сигаретная тропа, ущелье. Нет, я говорю, в пещеру к медведю. Пришли. Что здесь? Да не, пацаны оставляли дома. Тандор, Счастливая, потому что такая, сейчас медведю ему отдадим. Валдранат, Галадрахан. Пацан пока не выпендривается, нормально. Обычный пацан. Там неправильное заклинание. Вот какое правильное заклинание, знаешь? Какой? Сезам, откройся. А, ну елки-палки. Всегда Сезам, говоришь, откройся, и открывается гора с золотом. Сова, открывай, медведь пришел. Ты что, у входа стоял все это время? Да. Ждала. Вы все стояли? Привет. То есть нет, чтобы где-то тусить там вдали, в горах, да, чтобы прям далеко от входа было, чтобы если даже кто-то проберется ненужный, чтобы они там долго шли, чтобы их издалека уже увидели. Нет, стоят около этого. Около входа, я не знаю. А что так это? Ой, вот прям нет, так не должно быть. Подвинуть надо будет. Рамочку? Да, вот здесь видишь. Почему-то съехал. Трен, мы уже давно ждем встречи с тобой. Откуда вы это... Генри. Генри у нас знает все, что будет задолго до того. Будущий век получается. Ну, одаренные детишки, понятно все с Нам ними. пора прощаться. Я Из не этих, хочу. из этих одаренных детей можно, короче, сделать мега-армию и вообще Рала раскидать только направо и налево. Знать, что будет, кто что думает, всех заговорить, подговорить. Я хочу остаться с вами. Мы вернемся, победим Мы не хотим и придем за тобой. Реально. Ты такой токсичный. Ты такой токсичный. Я и где? Я вообще по факту Скажи только. ему, что ты чувствуешь. Поняла? Скажи. Все будет хорошо. Скажи. Прости, А почему, что я ударил почему он к деду не подходит и не говорит: дед, скажи, что ты его дед? тебя. Туда. Сейчас закроется. Запомни, мох растет на северной стороне деревьев. А если коровы укладываются, то жди дождя. И все будет в порядке. Несмотря ни на что. Ой, ну про мох это и мы знаем на самом деле. Про мох нам тоже в 4 годика сразу говорят, что мох с севера растет. А ты при этом приходишь, короче, в лес, думаешь, блин, сейчас по мху, а не пойму, где север. А почему-то мох со всех сторон пня растет, и ты такой, блин, то везде север. Если мы когда-то станем родителями, у нас есть опыт. О чувствах не хочешь своих сказать? Попозже. Эй, кыш! О, это та ворона, Убирайся. ну-ка это наш Так новый ты компаньон. встречаешь моего друга? Спасибо. А где раны? Прости, что я не верил. У тебя были все причины на то. Реально. Я думаю, ты успел вдоволь полетать, ведь больше такого не будет. Это заклинание срабатывает 1 раз из 1000, ты счастливчик. Долгих лет искателю. Долгих лет вам, сэр. Я буду бороться с вами против Рала. Где бы я ни был, я отдам все силы. Правда, сейчас я должен увести свою семью в безопасное место. Но прежде чем уйти, я расскажу вам то, что услышал в крепости. Даркин Рал отправил 200 людей в город Келабра на задание великой важности.
А что за задание? Капец. Идем в Келабру? Тут есть одна проблема. Келабра была разрушена при извержении вулкана Мэрая 2000 лет назад и похоронена под миллионами тонн камней. Что это значит? Это значит, что Рал что-то там хочет раскопать, найти какую-нибудь, наверное, реликвию, типа Который поможет ему победить Да, Искателя. потерянный посох, невиданный меч, суперплащ, мега-доспехи, вот это всякое такое. Что хочу сказать, мне очень понравилась эта серия. Хорошая, Очень эмоции выводит, да, Да. этот пацан. Короче, не знаю, двигаемся очень хорошо. Прям мне нравится эта история, мне нравится этот сериал. В комментах говорят, ой, серии все такие, конечно, не очень. Вот дальше будет классно. А это Да пока нет, такие простые. слушайте, Я мы думаю, если уж эти простые, которые нам нравятся, то что будет дальше, вообще страшно представить. Ну, мы первый раз смотрим, поэтому, ну, по динамике очень хорошо. Типа, каждая Да. серия прям хорошо раскрывает и Искателей, и Да. Исповедницу, и нашего шикарного, просто невозможно шикарного волшебника. Вот. Мне прям нравится сериал. Да. Не Класс. зря смотрим. Круто. Дед, как всегда, самый главный искатель из всех искателей пока что. Вот, пацан вообще, конечно, избалованный, мерзкий, вообще, конечно, нормально натоксичил, нормально мы из-за него побомбили. Вот, ну тоже принес в свой интересный какой-то прикол, да, интересные какие-то фишки, фичи, вот это все. Так интересно. Новый союзник появился, самый необычный, который был, кстати, на стороне Рала. Возможно, там много таких, кто Да. разделяет такие же мысли, и в какой-то момент они к нам И это Господь и Иисус Христос. Господь. Вот И смотрите, это- даже вот так бывает. 2,3 серии. Вот Свин Сити тоже будем когда-то смотреть. Вторая и третья серия. Вот. Короче, все классно. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакции. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бустер, они доступ эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.